Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами рецептом рождественского печенья шоколадно-миндального, который прекрасно подают как в виде украшения либо подарочков. Ну и для нашего печенья понадобится мука, сахарная пудра, какао, яйцо, миндальная мука, ванильный сахар, масло сливочное не менее 82%, от этого будет вкус влиять. Ну и все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Первым делом смешаем масло. Видите, как оно мягкое. И сахарную пудру. И добавляем сюда же ванильный сахар. Теперь осталось это все хорошо перемешать, перетереть до однородной такой, чуть-чуть посветления. Все, теперь добавляем по чуть-чуть, желтки я тут маленько взбил предварительно, и добавляем по чуть-чуть, чтобы масло не расслоилось. Если вы сразу все добавите, возможно, что масло расслоится. Все, наша желтково-яично-масляная масса готова. Теперь нам осталось всего лишь просеять сухие ингредиенты. Тут у меня уже миндальная мука, какао и обычная мука. Также в это печенье по желанию можете добавить какие-нибудь любимые ваши приправы, такие как, скажем, корица, либо имбирь. А теперь все это перемешиваем. Тут даже достаточно просто лопаткой перемешать. И вот такая вот консистенция у вас должна получиться. То есть она у вас не прилипает ни к лопатке, ни к стенкам чаши. Дополнительно муку не нужно. Я буду это раскатывать между двумя листами тефлона. Также вы можете использовать силиконовую бумагу, силиконизированную бумагу. Переношу на тефлон. Немного руками примну, придам форму прямоугольника, ну чтобы проще было раскатать. Прямоугольник сформировал. Теперь накрываю вторым листом, чтобы не прилипло к скалке. Но и так не будет прилипать, потому что у нас достаточное количество масла. И вот, чтобы у меня было одинаковой толщины, я использую вот такие вот деревянные планки, шпажки, как можно. Это у меня просто деревянные шпажки, я их скотчем примотал. И толщина у меня получается 5 миллиметров. Все, теперь раскатываю, и у меня будет толщина везде одинаковая. И у меня будут одинаковые печеньки. Все, теперь раскатал, и масса у нас, так как она теплая, переношу на досточку и отправляю на 30 минут в морозилку. Все, отправляю в морозилку. 30 минут прошло, масло у меня замерзло, так сказать. И теперь с ним будет уже более удобно работать. И, друзья, тоже нужно работать как можно
побыстрее, потому что от температуры он начинает как бы таять и сложно опять работать. Ну и так как у нас идет рождественское печенье, я буду делать вот такими вот вырубками. У меня тут варежка, елочка и трость. И вот такую вот насадку я круг взял, чтобы проделать отверстие для ленточек, но это не обязательно. Все, теперь вырубаем наши прянички. Прянички, печенье, как можно сказать. И сегодня я буду выпекать на вот таком вот перфорированном силиконовом коврике от Алет. Так как вы знаете, что я ярый фанат Алет Бекер, теперь у меня вот такой вот коврик перфорированный. Перфорированный — это когда вот оно полностью в дырочках и воздух циркулирует. Это прекрасный коврик для выпечки, получается, эклеров, пряников, печенья. Вот прекрасное дно, вот красивая сеточка на пряниках, вот благодаря вот такому вот коврику. И ссылочку на коврик, где можно приобрести, я оставлю в описании под видео. Остатки также собираем в кучу и проделаем те же манипуляции. Теперь я, вот, как и говорил, что сделаю отверстие для того, чтобы продеть ленту. Можете этого не делать. Все это, как я говорил, что при работе тесто нагревается. Чтобы оно у вас осталось таким же ровным и при выпекании, опять отправляем в морозилку на 30 минут. Все, друзья. Печеньки мои после морозилки выпеклись, и духовка 170 градусов. И выпекаем 13-15 минут. Сильно много не нужно коптить. Теперь осталось перенести на решетку и дать охладиться. И вот смотрите, друзья, какие они получаются ровные, то есть они не расплылись, никуда не делись. Вот как были они вырублены, такой формы и остались. Ну и вот покажу, какие они получились. Видите, какие гладкие. Вот она, обратная сторона, вот сеточка, которая красивая. Ничего не вздулось, ничего не расплылось. Это вот благодаря тому, что мы как бы подмораживаем тесто во время выпекания, до выпекания. И вот она вот сеточкой, донышко. И как я и говорил, что этот коврик прекрасно подходит для выпекания эклеров, пряников, печенья. Ну, вот как примером сейчас покажу пару видов, как можно оформить эти печеньки. Также эти печеньки прекрасно подойдут для заливки айсингом либо под роспись. Тут уже как ваша фантазия работает. Ну, друзья, вот такой вот можно вариант, как бы завязать бантиком и подарком. Вот такой же вариант с бантиком. Ну или вот такой вот вариант. Проделали веревочку и на елочку можно повешать. Тоже как интересный вариант. И эти печеньки прекрасная альтернатива, чтобы подготовка к Новому году с детишками прекрасно провести время. И давайте покажу, как он получается внутри. Хрустящие печенье, очень нежный получается, хрустящий, и на вкус прекрасный. И вот, друзья, вот такой вот вариант печенья хотел с вами поделиться. Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я вам желаю хорошего дня. До новых встреч. Всем пока.